Привет, 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 песеры, с вами Морж. Понедельник у нас на календаре. А значит, снова обновление ивентов, собственно, селекция Ливерпуля. Ну и в общем-то все. Ждем 24-ю часть, надеемся, она нас будет радовать больше. А у нас сегодня, к сожалению, все по стандарту. Завезли нам опять японскую лигу. Konami все продвигает свой японский футбол, который мало кому интересен, да и вряд ли станет кому-то сильно интересен. Как обычно, матч с ботами, как обычно, матч с пользователями. Ну и это единственное место, куда можно, собственно, сливать трехзвездочные номинальные контракты, чтобы брать японских игроков и играть этот ивент. Больше трехзвездочные контракты особо никуда и не посливаешь. Ну, у них такое видение игры, что поделать. Нам приходится как бы соглашаться с тем, что нам предлагают. Наше мнение особо ни о чем не спрашивают. И появляется сегодня у нас селекция Ливерпуля. 8 игроков, к сожалению, всего лишь 3 попытки, а не 8. Как можно было бы делать, я не понимаю, кому это повредит. Я думаю, те люди, которые собирают Ливерпуль, хотели бы забрать там, допустим, каких-то конкретных игроков отсюда. Но, ребят, 3 попытки, плюс в ивенте даже нельзя получить бесплатную. Поэтому Konami тут, как мне кажется, немножечко неправильно поступают. Ну, ладно, дело их, так сказать. Так, сделаем сразу скриншотик этого всего, потом из этого сделаем обложку. Давайте поговорим про игроков. Значит, Алисон качаться у нас будет до 95 без сыгранности. Не слишком часто я вижу этого вратаря в онлайне. В 21 части он пользовался популярностью, а вот сейчас чего-то не особо. Обычная физическая форма, что плохо. 2 навыка, ну, не знаю. Сам я Алисона особо не тестировал, может, матче там 10 он у меня постоял, но ничего и сильно плохого, и сильно хорошего сказать о нем не могу. Дальше у нас Гакпо имеет максимальный рейтинг 94 без сыгранности. Чем мне он понравился, чем сразу он привлек внимание еще в четверг, когда анонсировали эту селекцию. Смотрите, он дико универсальный, то есть у него все статы в оранжевой зоне. И по сути из него можно будет делать вообще все, что угодно. Из него можно будет сделать охренительного распасовщика. Из него можно будет сделать охренительного дриблера. Из него можно будет сделать охренительного завершителя. Плюс у него рост 189, плюс у него 10 навыков, то есть 5 навыков еще можно будет добавить, будет 15. И плюс у него стабильная физическая форма. Короче, вот именно карточка Гакпо, как мне кажется, заслуживает внимания, и тут каждый из нас может его реально прокачать под себя. Либо можно его сделать просто универсалом во всем, но на средних показателях, либо наоборот что-то очень сильно вывести там в 90+, почему бы на самом деле и нет. То есть и скорость, и ускорение, и баланс, и выносливость, и пас, и контроль, вот это все у него есть, и подкрутка. Короче, действительно хорошая заготовка для того, чтобы сделать из него игрока чисто под вас. Дальше у нас Сабаслай, значит, у него рейтинг, так, где я тут выписывал-то рейтинги? Ой, куда я Сабаслая делал? 94 у него максимальный рейтинг без сыгранности. Не слишком хорошее умение атаковать, но при этом реализация чуть получше. Атакующий полузащитник, креативный плеймейкер, в принципе, центрального полузащитника может играть. Кстати, предыдущая карточка Сабаслая от сборной, если я не ошибаюсь, была левым нападающим. Скорость, ускорение, сила удара. Сила удара изначально хороша. Контроль и подкрутка изначально хороша. То есть из него хорошо будет делать такого бойца из-за штрафной. В штрафную он не будет заходить, потому что умение атаковать особо не выправишь. Но при этом подкрутки издалека, при этой силе удара, ну либо прямые удары, либо подкрутки, я думаю, вполне он может найти место в вашей команде. Тоже 10 навыков у него, что хорошо, но при этом обводка, эластика и марселька, то есть 3 финта. Из 10 3 финты. Но при этом удар подъемом, удар с наклевом, дальние подкрутки сразу есть, дальние удары сразу есть. Ну да, по сути, из него нужно делать пушку из-за штрафной. Обычная физическая форма, что не очень хорошо, но в целом пойдет. Далее у нас Гомес, значит, он у нас будет иметь 93 без сыгранности. Хорошая скорость и ускорение у него изначально для центрального защитника при неплохом росте 188. 4 навыка всего, подкат, акробатика, боевой дух, то есть не хватает блокировщика и еще чего там не хватает, сейчас я даже открою, у меня тут где-то записано. Чего ему не хватает. Так, ну боевой дух, понятное дело, это хорошо, значит акробатика есть, подкат есть.
Верхового главенства не хватает, блокировщика не хватает, перехвата не хватает и опекуна не хватает для защитных статов. Обычная физическая форма тоже, что не есть хорошо. Жота 96, он у нас аж на максимальной прокачке без сыгранности, очень высокий рейтинг, то есть с сыгранностью он скорее всего 99 будет. Так, у него что у нас? Реализация, умение атаковать, контроль, короче, дрибла, да? Дрибла, умение атаковать и скорость ускорения. В принципе, из него можно явно слепить хорошего нападающего, плюс не слишком частый стиль отвлекающий. Минимум тут статов 8 надо в ускорение вкидывать. Ну, я думаю, вполне может быть неплох. Вполне может быть неплох, плюс ему достаточно высокий боевой рейтинг. Изначальный рейтинг нарисовали, конечно же. Я бы, наверное, его... Не, на оттянутого форварда я бы его не ставил. Пас здесь либо очень много нужно вкидывать, либо пас будет посредственный. 9 навыков у него, плюс 5 можно будет добавить. Не вижу удара без подработки. То есть центральный нападающий, ему не дают удар без подработки. Канами вообще адекватная. Обводка, эластика, подсечка, проброс, одиночный контроль, удар с подсечкой, акробатика, хитрость, тяжка в защиту. Удара без подработки нет. Ну, это очень странное решение от японцев. И обычная физическая форма. Ну, не очень, не очень. Робертсон, значит, 94 максимальная прокачка без сыгранности. Робертсона очень часто используют в турнирах, он очень часто у меня мелькает в финалах, поэтому тоже на него советую обратить внимание. Люди выбирают налево защитника именно его. Значит, изначальный пас навесом офигительный. И агрессия, да, вот единственное... выносливость еще в зеленых показателях. Ну, защиту где-то на плюс 8 можно спокойно выкачивать. Плюс, если где-то плюс 8 еще добавить пасом, я бы на самом деле его скорее как левого полузащитника использовал бы. То есть ставил бы его на ЛПЗ, он будет хорошо бегать и хорошо навешивать. Тем более сейчас многие играют через навес. 10 навыков у него это хорошо. Опекун, перехват, подкат, акробатика есть. Ну, верховое главенство, хотя у него игра головой и прыгучесть явно не дотягивает до хороших показателей, но верховое главенство, сами понимаете, в принципе, любому защитнику нужно, чтобы постараться хотя бы выигрывать верховые мячи. Ну и боевого духа у него. Не, боевой дух есть. Боевой дух есть. Стабильная физическая форма, что здорово. Вот Робертсона советую. Реально, ребята, которые хорошо играют, которые попадают в финалы, частенько его я вижу в составах. Дальше у нас МакАлистер. Он у нас... Так, МакАлистер 94 на максимальной прокачке без сыгранности. Центральный полузащитник, но я бы, скорее всего, его видел как РПЗшника. Потому что, смотрите, статов в защиту особо нет. Выкачать их тоже особо не получится. Поэтому... При умении атаковать 75 и реализации 73 на первом уровне, ну для ЦПЗшки это очень много. Поэтому я бы скорее его использовал как атакующего полузащитника, и для атакующего полузащитника я бы его прокачивал. То есть усиливал бы и умение атаковать, и реализацию, и по снизам, по навесам, дриблу. Ну, скорость ускорения, понятное дело. 10 навыков это хорошо. Вот у него, кстати, удар без подработки есть. Опять же, намек на то, что он должен больше работать на атаку, поэтому АПЗшник, мне кажется, для него самая выгодная позиция. И стабильная физическая форма. Вот за МакАлистером тоже можно погоняться. Я думаю, будет очень даже неплохо на позиции атакующего полузащитника. Ну и последний у нас товарищ это Элиот, 92 на максимальной прокачке. Так, он у нас дриблер, да, судя по всему, дриблинг 80 и баланс 83, да, юркий должен быть, юркий разворачивающийся, но при этом, хотя нет, пас ему нормально можно будет выкачать, и пас ему, в принципе, можно будет постараться выкачать, и умение атаковать с реализацией добавить. В целом, явно не будет супер-мега топовый, если вы собираете именно самых бестов, но, возможно, будет не то чтобы интересен, но будет точно играбелен. 9 навыков у него. Удара без подработки, кстати, тоже нет. Я вообще советую, что атакующему полузащитнику, что оттянутому форварду, что центральному правому и левому нападающему. Естественно, удар без подработки это основной навык. Это просто первое, что должно быть у этих товарищей. И стабильная физическая форма у Элиота. Это тоже неплохо. Ладно, 3 попыточки у меня. Давайте посмотрим, чего мне дадут наши добрые японцы. Ну, как мне кажется, могут дать чего-то и не слишком хорошего. Открываю я это все дело на ПК. Почему? Ну, во-первых, здесь гораздо удобнее смотреть статы. То есть я открыл, вот у вас на экране прям весь набор статов, а не как у нас в мобилочке, вот это сидишь, листаешь как дебил. Это первое. А второе...
на мобилку мне эти игроки не нужны, я нигде вообще не собираю Ливерпуль. Вот не знаю, почему-то мимо Ливерпуля я прошел, у меня ни на одном аккаунте нет собранного Ливерпуля. Начинаем мы с Эллиота, кстати, по-моему, даже не в 21-й, наверное... В 20-й части или в 19-й 16-летняя его карточка была, и частенько его юзали в серебряных составах, там была карточка, ну при том, что она типа был серебряный мяч, качалась она там под 90 или 89, ну что-то в таком роде. Ну, Эллиот такой себе уловчик, давайте посмотрим, что из второго пака мне выдаст. Здесь, наверное, самые вкусные это... Жота, это Гакпо, которого можно реально прокачать под все что угодно, и Робертсон, и МакАлистер. В принципе, вот достаточно много хороших игроков, поэтому я думаю, такой пак можно будет открывать. МакАлистер мне, кстати, и выпадает. Да, кстати, напоминаю, что все полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. Мой телеграм, где я публикую новости, чат по eFootball, где вы можете пообщаться с единомышленниками, договориться про матчи, обсудить игроков, в общем, все что угодно. Ну и, конечно же, моя личка в телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт. С этим я тебе могу помочь. Ну и третий пак. МакАлистер неплохо. Надо будет посмотреть реально по его прокачку под атакующего полузащитника. Я думаю, в принципе, прокачку этих ребят могу сегодня к вечеру выложить. У меня есть сегодня окошко, там часа на 3. В принципе, я могу сделать это видео. Ну, а вы в комментариях можете написать вообще, нужны ли вам прокачки, не нужны ли вам прокачки. С одной стороны, их смотрят меньше, с другой стороны, все равно... Комментарии я вижу, там спасибо за совет, еще чего-то. В конце концов, это не так уж сложно делается, ну а если вам это не интересно, можно это видео пропустить, как бы тоже особо проблем никаких не вызовет. Ну и как помню, выпадает. На мобилке, кстати, у меня версия центрального нападающего. Он у меня, по-моему, центральный нападающий от сборных, от команды недели сборных. Там вообще бомбезная карточка. Ну, это тоже неплох. И вот если бы я выбирал именно под что его качать, я бы, наверное, его качал под завершение, то есть умение атаковать, реализацию и скорость ускорения. То есть получилось бы, условно, если собирать Ливерпуль, справа Салах завершитель, слева Гакпо завершитель, и в центре, ну, Жота завершитель, да, и играть чисто, чтобы все трое шли на ворота, то есть играть через центр. Ну, я, по крайней мере, это бы так видел. Вот такой пак-опенинг у меня получился, вот такое мое мнение об игроках, вы можете с ним соглашаться, не соглашаться, это лишь мое мнение, а не истина в последней инстанции. Спасибо, что провели это утро понедельника со мной. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.